We could drive along an ocean reflecting the sun, or make a bed of green atop a wide open. Ну что, ребята, мое утро уже началось. Сейчас уже время 10:12. Где-то в 12:30 нам нужно будет выйти из дома и, собственно, сначала заехать отвезти Нунсобика к собачьей няне. И после этого мы уже сразу выдвинемся на место проведения нашей свадьбы. С утра, конечно, вот, знаете, я сначала проснулась в 5 утра, потом что-то в 8 утра. Ну, видимо, такие переживания какие-то уже начались. И уже с 8 вот до того времени, пока я не встала, и у меня постоянно я просыпалась, как-то было немного так, ну, естественно, волнительно. Но сейчас, когда я уже все встала, проснулась, уже как-то вроде не переживаю. У меня даже, кстати, нету никаких успокоительных дома, поэтому я сегодня без них. Но надеюсь, что они мне, в принципе, и не понадобятся. Благо, вчера мы более-менее все успели сделать. Мы даже написали наши клятвы на больших плакатах. Ну что, ребята, не знаю уже, в какой влог это войдет. Возможно, во влог невесты с дня свадьбы, а может и нет, не знаю, куда его вставить. Ну, короче, я написала свою клятву еще вчера, и я, по-моему, рассказывала вам идею, что мы хотим переворачивать странички. Джун купил такие вот большие альбомы. Ну, Соби уже их своим языком все обслюняю. Ну, короче. Но на это я буду говорить на русском, и мне нужен был перевод на корейском, который бы я в этот альбом вписала. И, собственно, сейчас уже 11:24, 27 мая. Завтра у нас уже свадьба, уже, считай, ночь. Нам прислали перевод, спасибо большое, что нам помогли. И сейчас я хочу начать это все писать. Так что, надеюсь, Нунсоби мне не будет мешать. Да, Адель? Иди к папе. Иди к папе. Иди к папе. Иди к папе. Ну что, вот здесь у меня текст. Я, конечно, могу вам его, в принципе, уже показать, потому что в любом случае этот текст все услышат на церемонии. Но мне кажется, лучше, чтобы это на церемонии сначала и услышали. Поэтому буду начинать писать перевод. Не знаю, насколько большим шрифтом только нужно писать. Ну что, я закончила. Я просто даже списывая сумела допустить ошибки. Думаю, наверное, слишком мелким почерком написала. Ну уж как вышло. А здесь у меня на русском, что я написала. Вот так вот. Так что, в принципе, со спокойной душой можно дособирать вещички Нунсоби, которые нужны сегодня там. Это просто пеленки, какие-то вкусняшки и его любимые игрушки. Что-то такое. Вот. И уже потом собрать все остальные вещи, например, там, ну, для свадьбы. Там, туфли, костюм Джуна, кольца и, собственно, так, по всякой мелочи. Вот. Настроение у меня хорошее. Вообще, на самом деле, как будто сегодня обычный день, как будто сегодня не будет ничего такого. У меня вообще нет ощущения какого-то такого, что грядет праздник. Я не знаю почему. Но я рада, что я не переживаю. Было бы хуже, если бы я сейчас тряслась и так далее. Еще, знаете, мне всегда, когда я волнуюсь, подкатывает тошнота. И я вот это ощущение очень не люблю, поэтому хочу, чтобы его не было сегодня. Вот. Так что
Не знаю, каким выйдет влог, потому что, ну, вы сами понимаете, какой-то такой сумбурный процесс, сборы, то, все, 5-10, поэтому буду по своей возможности вам снимать. Ну что, я долго думала, мыть посуду, не мыть, в итоге решила, что помою. Мы, конечно, в полнейшем расслабоне, Джун еще даже в душ не сходил, только собирается, до выхода у нас остался час. Сейчас я планирую заняться сбором вещей, и, собственно, пока мыла посуду, все думала. Сегодня утром прочитала комментарий от пользователей Ютуба о том, что раньше этот пользователь смотрел мой канал, ему очень нравилось, но сейчас моя какая-то манера речи, еще что-то изменилось. И не в лучшую сторону, конечно же, это отметили. И я сейчас смыла посуду, думала о двух вещах. Первое, что я искренне не понимаю людей, которым что-то не нравится, и они все равно это смотрят, поэтому это для меня просто странно. А второе, я решила найти причину, типа, возможно, и правда, моя манера речи как-то изменилась, потому что несколько людей, по-моему, мне об этом писали, и я поняла, что когда я создавала свой YouTube-канал, ребята, я была в брекетах. И хочу отметить, что я до брекетов, я во время брекетов и после брекетов. Это абсолютно, не знаю, абсолютно другое даже произношение звуков. И с этим ничего не поделаешь. Мой речевой аппарат менялся. Что у меня были кривые какие-то там зубы и так далее. Вы можете увидеть меня без брекетов на нашем общем канале Джунов Даша. И когда я начала этот канал, я уже была в брекетах. Соответственно, произношение звуков, моя мимика, даже, возможно, да, челюсть как-то могла меняться. Хотя у меня не было неправильного прикуса, мне его не меняли. Но и после снятия брекетов я уверена, что что-то изменилось. И просто люди, которые очень давно не смотрели мой канал, скорее всего, этому, как-то непривычно им. Поэтому кажется, что что-то странное. И вот сейчас я подумала, что еще третья причина это того, что я просто выросла. И что, возможно, моя манера общения и правда в чем-то изменилась. И с этим я тоже ничего поделать не могу. Либо вы это принимаете, либо нет. Себя я менять не буду. Я такая, как есть. Я, по-моему, уже об этом говорила. А кто смотрит мой телеграм-канал, те вообще знают. Я туда постоянно всякие смешные комментарии с Ютуба выставляю и комментирую их. Вот. Так что вот так вот. Сейчас буду собирать сумки. Мой самый главный ребеночек, мой котеночек. Так жалко, что ты с мамой, с папой не будешь на свадьбе. Но я уверена, тебе понравится в гостях у тетеньки. Да, ты будешь молодец. Да, мой хороший. Что я беру на Нонсабе? Во-первых, я беру вот эту сидушку. Вообще она предназначена для людей, у которых, по-моему, геморрой или еще что-то. Я не знаю вообще, как она у нас появилась дома, но в итоге это одна из любимых лежанок Нонсоби. Он лежит только в ней, если вообще лежит. Поэтому я обязательно заберу ее, потому что еще когда мы едем в машине, очень удобно он в нее ложится, и ему комфортно. Потом думаю насчет игрушек. Игрушек у этого молодого человека, конечно, много. Его любимые сейчас это вот такие вот игрушки. Мы ему дарили их на день рождения. Такой сет у них. Авокадинка его любимая. Думаю, возьму ее. Не знаю, брать апельсинчик или нет. Ты хочешь авокадинку? На. И палочки у него тоже есть. Он любит грызть их. Не знаю, какую взять. Вот эту он как-то побольше грыз. Наверное, вот это ему больше нравится. Поэтому вот эту палочку точно возьму. Что бы еще взять, не знаю. Можно взять мячик. Ты мячик тоже любишь, да? Да ты все любишь на самом деле. Главное бы поиграли с тобой. Ладно. Вот эту игрушку большую он тоже любит, но она для его утех. Но авокадинку ты любишь, я знаю. Ну подожди, мама тебе будет собирать. Далее. У нас вот здесь еще есть игрушки.
Вот эту он тоже любит, вот так с ним играть. Вот эту он тоже любит. И можно, наверное, положить еще... О, Джун в душ пошел. Можно еще положить вот эту. Не знаю, много ли я набираю, но на всякий случай просто положу, чтобы было что поделать. Да, мое солнышко? Мое солнышко. Сова. Авокадинка твоя любовь, я знаю. Также, что касается... Все, начал переживать, почему его всякие интересности куда-то положили, да? А что тебе надо? Вот эту на. Дальше. Мое платье, которое я надену самым последним, просто когда мы будем танцевать, так сказать. Здесь запасная рубашка для Джуна и запасная эта бабочка. Тут туфли мои. Здесь кольца, такой лифчик, который клеится, и наши клятвы. Нам вообще наши клятвы еще хотели распечатать, но мне кажется, вот так от руки, на таких листочках мы написали намного как-то от души, что ли. Наши кольца. Наши кольца. Вот это кольцо я сейчас сниму. Я думаю, что мы его уже не будем носить, не будем их носить. Это наши первые кольца такие парочные. Вот. Но я хочу надеть с собой мое кольцо, как его сказать, помолвочное. Джун, который мне дарил, когда предложение делал, мое любимое. Но надену я его на правую руку, потому что на левую нужно будет надевать, ну, наши кольца потом. А вот здесь эта коробочка, где наши прям кольца такие уже. А вот здесь вот еще одно колечко дополнительное мне к моему такому прям замужескому. Как они называются, господи? Оно вот такое, видите? Красивое. Его можно с нашими как раз парными этими кольцами будет вот так надевать красиво дополнительным. Будет супер. Но так как два кольца надевать как-то неудобно во время церемонии, пока что я их вот так вот вдвоем надену. Ой, что-то я не похудела перед свадьбой. Так что вот пока будет так. Вообще мы изначально все кольца мерили на левую руку, а левая рука у меня как-то похудее. Пальцы. Ну, смотрится, конечно. Ну ладно. И здесь наши кольца. Ну и решила вам тогда еще быстренько показать наши, собственно, кольца уже. Красивое. Шампанское золото это все. Поэтому я сделала такой маникюр. Видите? Мне кажется, он идеально подходит, этот френчик, под цвет наших колец. Красивое. Ну что, не смогла я снимать, пока мы ехали, потому что Нунцовик нервничал постоянно на руках. И я уже не брала ни телефон, ни камеру в руки. Сейчас отдали женщине. Ой, он начал выпрыгивать из рук. У женщины еще все, что мы собрали. Я так боялась, что он у нее выпадет из рук. Я надеюсь, что все нормально, потому что мы сразу уехали. Потому что он начал безумно плакать, вырываться. Ну, ко мне на руки хотел. 걱정하지 마. 되게 경력 많으신 분이니까. Ну что, мы приехали. Солнце шпарит вообще. Мне кажется, всем гостям, у которых свадьба была вот сейчас, фу, напылил. У невесты с женихом. Мне кажется, все спеклись, конечно, на солнце. Но погода хорошая, я рада. Мы, конечно, переживали из-за дождя, но все хорошечно. И сейчас пойдем уже на место.
Мне уже почти доделали прическу. Я в маске, которая покрывает все мое лицо, даже больше. И уже приехал папа. Уже на втором этаже, где будут кушать взрослые люди, вот так стоят столы. Красиво. А здесь у нас столы, за которыми будут кушать наши друзья, гости и так далее. Вот так вот все выглядит красивски. Дальше пойдемте посмотрим, что есть. Ой, это маска, конечно. Это вот так вот все будут разносить и раздавать. Даже есть вот такой диванчик с цветочками. В принципе, можно будет тут фоткаться, хотя изначально я думала, что этого не будет у нас. Вот такие у нас цвехуёчки красивые. Прекрасность. Красиво. 또 흰색이야. 형 아직 메이크업 안 해서 조금 부끄럽다. 오늘 어떠십니까 기분이? 아주 좋죠. 많이 좋습니까? 이 날만을 내가 기다려서 기다리고 기다려왔는데 또 이런 날이 또 와줘서 이거 봐봐 얼마나 예쁘니까. 따라다라. 너무 예쁜 것 같아. 이곳은 진짜 정말 대박인 거예요. 여러분 아시겠죠? 오늘 너무 더워. 잘 나오는데? 우리 영원이는 여러분들 이거 영상으로 꼭 기록해 주세요. 이 영원이는 이거 형 축의금으로 주려고 갖고 온 거예요. 이거. 맞아요. 맞아요. 그리고 이거는 이제 요거는 이제 다샤 축의금. 이거는 이제 원준이 형 축의금. 요거는 다샤 축의금. 아 그래요? 한번 보여주세요. 절대까지 얘야. 타노스인데? 멋있죠? 아. 고마워요. 덥죠? 이제 따뜻해질 거야? 맞아. 어떻게 아니 따뜻해진대 이제 시원해지지. 따뜻해질 거야. 괜찮아요? 왠지 긴장하네요. 아 진짜요? 어. 괜찮아요, 아직. Наш алтарь. А это мое платье, видимо. Зачем его так подвесили, не знаю. Но вот так вот стульчики. Вот так вот. 안녕하세요. Вот так вот все красивенько, цветочки. Красивые цветуёчки. Надеюсь, они не быстро завянут. Мой букет еще должен прийти скоро, я думаю. А вот, пока еще покажу вам, как столы украшены, как здесь территория, хотя вы ее уже видели, эту территорию. А себя не буду показывать в этой маске, которая больше моего лица. Здесь уже... Здесь уже вот так вот все готовится. Папа ходит. Здесь вот столы вот так вот. Вот так вот выглядит наше меню. Ну что, ребята, всем привет! Наконец-то настал тот момент, когда я включила камеру и буду рассказывать вам о том, как же прошла наша свадебная церемония, такой влог невесты. Да? Я начала снимать, и, как вы поняли уже, к сожалению, когда началась сама свадьба, телефон и камеру я больше не видела, наверное, до того момента, когда мы уже все с гостями пошли, так сказать, веселиться. Думаю, с чего начать вообще рассказ. Наверное, надо начать с того, что
Конечно же, свадьбой мы очень довольны. В принципе, она прошла так, как мы и думали. Безусловно, было не без заминок, но мне кажется, свадьба без заминок это не свадьба, но в любом случае все в конце концов прошло хорошо. Начну с того, что приехав туда, вообще все было очень спокойно, так сказать, на лайте, все что-то ходили, начинали, собирали и так далее. Меня тоже начали собирать, все было очень-очень спокойно. Но в момент, когда на меня надели свадебное платье, все изменилось. Меня сразу давай начинать быстрее красить. Почему-то времени начало становиться все меньше и меньше. Я вообще не поняла, куда все эти часы делись. Но когда меня накрасили, мы сразу пошли на репетицию нашего выхода. Ну, репетиция это на самом деле очень грубо сказано. Это скорее такая проходка как бы по времени, когда что нам нужно сделать, как вообще все будет проходить, нам это все объясняли. Вот. И, собственно, пока у нас была эта репетиция, кстати, во время этой репетиции нас еще фоткались, то есть у нас еще была фотосессия в это время, и в какой-то момент, это было уже часов, наверное, часа 4 вечера, все-таки не 5, ну, как бы, уже так к вечеру, но день был очень жарким, и поэтому даже в эти 4 часа дня пекло очень-очень сильно. И в какой-то момент, видимо, из-за того, что меня всю сжало, переживать я, кстати, не переживала, но от того, что я не пила, не ела, все равно, ну, как бы, такое мероприятие, да, еще меня сжало платье, еще очень душно, жарко, в какой-то момент на репетиции, и пока нас фоткали, мне стало очень плохо. Я прям на моментик подумала, что я сейчас упаду, вот реально. Я никогда не падала в обморок, ну, сколько я себя помню. Но вот в тот момент я подумала, сейчас все случится. Благо меня сразу посадили, мне сразу дали воду. Я попила, посидела, меня еще так, в итоге я собралась с мыслями, отфоткалась, и нам тут говорят, все, времени не осталось, давайте быстрее, потому что в какой-то момент эта репетиция, эти фотки затянулись на 40 минут, и оставалось уже как-то, вот я не знаю, время куда-то просто утекало, я не понимала куда, и меня отправили на 2-й этаж, там стоял диван с красивыми цветами, и вообще обычно на свадьбах невесты вот так садятся и фоткаются с гостями. А жених в это время ходит и здоровается с гостями, то есть приветствует всех и так далее. Изначально мы не хотели такое место, где я бы могла посидеть вот так вот, да, и с гостями пофоткаться, но как хорошо, что все-таки это место для меня сделали, потому что вот эти, я не знаю, 30 минут или сколько, пока я фотографировалась с гостями и сидела, мне за это время стало намного легче, и я прям выдохнула, и то есть больше не чувствовала вот это вот какое-то, ну вот сейчас я упаду, либо меня стошнит, вот этого не было, слава богу. То есть мне вот эти вот 30 минут, 40 очень помогли. В итоге это время тоже пробежало очень-очень быстро, и началась сама церемония. В Инстаграме я выставляла сторис, в которых прям, так знаете, поэтапно рассказывала, как же все это прошло, и, скорее всего, эти сторис для меня же станут моей подсказкой, потому что я что-то могу забыть, что-нибудь важное. И, представляете, ровно 3 года назад, вау, смотрите, мы с Джуном в Самаре на Волге. Это был первый раз, когда Джун прилетел. Какое классное воспоминание. Вообще. Во-первых, да, я тут начала рассказывать о том, что я приехала туда в 14:30. Это на самом деле даже раньше, чем надо было. И в итоге все равно время куда-то просто испарилось. Конечно, украшения всего вообще из зала, хотела сказать, и место вот алтаря, и всего, и вот где кушали люди, и мое место, где я фоткалась с гостями, вообще все было украшено очень красиво. У меня кто-то спросил, были ли это все настоящие цветы живые. Да, это все живые цветы, их было очень-очень много. Конечно же, все украшение всего было тоже дорогим.
Но мне очень понравилось, и очень рада, что все-таки мы сделали все в таком беленьком, так сказать, потому что все смотрелось очень свежо, так красиво, по-летнему. Также у нас еще висели наши фотографии, которые мы печатали, тоже. Нам понравилось, что мы все-таки сделали, знаете, не в таких рамках, а вот так вот на стену, и как-то это более молодежно было. Еще у нас был welcome bar. Welcome bar — это когда при входе, собственно, в сам вот этот сад, дом, не знаю, стоял такой бар, на котором стояло шампанское и фужеры, и друзья Джуна, они нам помогали в этом, они как бы каждому гостю наливали, кто хотел, мог взять этот фужер с шампанским. Единственное, что когда мы как раз фоткались, мы увидели, что гости уже прибывают, а этого welcome бара до сих пор нету. Типа этим никто не занимается из организаторов. И тогда, конечно, мы раз 5 сказали, что, ребята, ну как бы алло, и такой вот на несколько раз, на какой-то последний нас поняли, и давай быстрее это все делать. Поэтому я рада, что вот эта заминка быстро устранилась все-таки, хоть мы говорили несколько раз, а не один, и, собственно, все начало работать, и всем понравилось. Ну и, собственно, про фотозоны и так далее я уже рассказала, и, собственно, наступил момент, когда нам нужно идти к алтарю. Первым шел, конечно же, Джун, жених. Шел он весь такой, улыбается, смеется, все классно, он такой счастливый, и это он еще не подозревал, что когда начну идти я с папой, я шла с папой Джуна, это изначально, кстати, было его такое желание, что он хочет вести меня к алтарю, но как бы я не сопротивлялась, я была только рада, вот, поэтому, да, пришло время идти к алтарю нам. И, кстати, когда шел к алтарю Джун, у меня как-то начало подкатывать такое ощущение, блин, сейчас заплачу, но подумала, а что плакать-то, еще ничего не случилось, Даша, ты что, поэтому я в себе это так съела, так сказать, и, собственно, ждала, когда будет мой выход, и мы начали идти с папой, и я просто замечаю, что Джун начинает просто плакать, реветь. Никогда не видела его, ну, не как бы в таком состоянии, а как бы что он так неожиданно может начать плакать, и то, как он это в себе сдерживал, конечно, было очень необычным. Я поэтому, знаете, в этот момент растерялась, потому что не ожидала от него такой реакции, и в итоге у меня какой-то истерический, наоборот, я к нему подхожу, и первая моя фраза, когда меня папа привел, была «Ты чё, уже плачешь?» Потому что я, ну, очень не ожидала, и это, конечно, было очень-очень мило. Потом мы говорили друг другу наши клятвы. Кстати, видео о том, что же мы друг другу сказали, переводы этих клятв мы уже сняли на наш общий канал Джунов Даша. Вы можете зайти и посмотреть это видео там и узнать наконец-то, что же мы друг другу сказали. Ну, как бы, что я сказала Джуну, вы, наверное, уже знаете, но всем был интересен перевод клятвы Джуна, и мы это сделали. Я там в этом видео реву, тоже читаю эту клятву. Ой, что было со мной, если бы я все до конца приняла на самой этой церемонии, кошмар. И, собственно, после того, как мы прочитали наши клятвы, нам детки-близняшки, двойняшки наших знакомых выносили колечки. Да, мы обменялись кольцами, соответственно, ну, все как надо. Единственное, в Корее нет вот этого, теперь можете поцеловать друг друга. Вот этого почему-то мы не сделали, не знаю почему, жаль. И начались поздравления. Первое поздравление было от папы. Вообще папа очень счастлив, очень доволен нашей свадьбой. То, что мы сами все это устроили, помощи у родителей ни у кого мы не просили, все делали своими силами. Все папе, конечно, респектнули его друзья, всем очень все понравилось, я тоже этому очень рада. И вообще все наши друзья также респектнули папе, потому что папина речь была очень крутая. У нас есть одна знакомая, она директор одного из агентств, и она сказала, что если бы у меня был такой папа у мужа, я бы никогда в жизни не развелась, если бы меня любили так же. Так что, да, папа очень крутой.
крутой, папа сказал тоже очень классную речь, я там тоже постоянно, господи, не плачь, не плачь. Да, потом нам речь говорили наши друзья, Михо и Тек, они тоже сказали, вот, да, все же от души говорили, никому не дали эти листочки, все сами думали, писали все свои речи, и это было, конечно, очень мило, я там тоже, короче, на всех речах я просто сидела, господи, Даша, не плачь, пожалуйста, не плачь, все же хорошо, что с тобой, вот, так что это было очень-очень трогательно. А потом у нас начались поздравления от друзей. Песню нам пел друг Джуна, но он как бы младший Джуна. Он актер мюзиклов, настоящий актер мюзиклов, поэтому он так хорошо поет. Он спел очень милую песню, всем тоже очень понравилось. А потом нас поздравлял танцем, так сказать, друг Джуна. У него как бы есть команда танцевальная, и вообще они работают в одном из айдоловских агентств в Корее, учат будущих айдолов танцам. Вот, то есть поэтому еще танцы на нашей свадьбе были огонь. Все тоже очень удивились, потому что никто не ожидал, что будет что-то такое, ну как бы профессиональное. После того, как нас все поздравили, соответственно, жених с невестой проходят под аплодисменты к концу вот этой вот аллейки из роз, и в конце жениха и невесту обычно для фото вот так вот обсыпают розами, и они летят на вас. В общем, было, конечно, красиво, мы очень ждем фотографии, но нам сказали, что фотография будет только в течение 3 месяцев. 3 месяцев, блин! Кошмар. А потом я отправилась бросать букет невесты. Я делала это не как в Корее. В Корее обычно выбирают подругу, которая скоро выходит замуж. Собственно, эта подруга встает сзади невесты, и вы для фоточки кидаете этот букет, что типа вот моя подружка поймала. Я так не хотела. Я хотела рандомно, чтобы там все сражались, но это не матушка Россия, как бы никто там за букетом не сражался, не рвался. Все очень цивильно было. Первый раз я кинула букет, его поймала Хэти. Скажу, почему перекидывали, потому что очень многие люди спросили. Кто-то подумал, что Хэти, так как она уже, ну, по сути, они расписаны, просто свадьба у них только в августе, как бы кто-то подумал поэтому, что сказали перекидывать. На самом деле перекидывала я, потому что фотограф сказал кинуть букет на 1, 2, 3, а я кинула на 1, и он не успел это запечатлеть. Поэтому мне сказали перекинуть этот букет, ну просто в Корее это как-то не воспринимают, как у нас, можно сказать. И, собственно, 2-й раз я кинула, его поймала моя подруга Джуин. На самом деле все очень смеялись, все, кто знает Джуин, потому что у нее даже парня нету, поэтому мы ждем хороших новостей. Собственно, после того, как был кинут букет, мы смотрим, что все стоят и что-то ждут. В Корее, после того, как эта главная свадебная церемония заканчивается, все стоят и так вот по группкам ждут их очередь сфоткаться с женихом и невестой. Изначально мы это делать не хотели вообще, никакие групповые фото и так далее, но мы поняли, что стоит семья, ждет, стоит там, те ждут очередь, так сказать. И Джун такой, ну ладно, давай. И в этот момент вот этот отрезок тоже минут 40 с этими фотками просто сдвинул нашу всю остальную часть свадьбы часа, ну не на час, наверное, даже, но минут на 40-50 точно. То есть в какой-то момент к вечеру мы поняли, что у нас не хватает часа времени. Ну, в общем, ладно, отфоткались мы со всеми, я наконец-то побежала снимать свое это платье, которое меня стягивало. Платьем, кстати, своим я очень довольна, я считаю, это вот то, что очень подходит мне, что-то простое, без всяких вот такого вот. Так что я рада. Да, Нэнсо? Котенок мой, ты чего не спишь? Вот, побежали мы переодеваться. Так сказать, первое, во что мы переодевались, это были ханбоки. Переодевшись в ханбоки, мне просто там что-то в голову такое традиционное украшение вставили там и так далее. И мы пошли на 2-й этаж. На 2-м этаже этого дома там были столы, украшенные, специально сервированные для
друзей папы, для всяких взрослых людей, ну то есть для взрослого поколения. Поэтому в Хамбоках мы проходились в основном именно там. Все поздоровались, что как, все классно, респект. И после этого отправились опять фоткаться в Хамбоках. В итоге отфоткались в Хамбоках и наконец-то начали переодеваться во вторые наши такие наряды, уже свадебные. Джун переоделся в такой бежевый костюм, а я в такое платье. Оно вообще рыбка, но сверху была тюль какая-то, и она мешала мне ходить. И вот в этом, конечно, если бы оно было вот без этой тюли, платье было бы отличное. Но вот эта тюль, не берите вот с этой тюлью, которая будет мешаться под ногами, не надо. Вот. Но в любом случае мы переоделись и вышли к гостям, которые трапезничали на улице. И вот тут единственное, о чем я, так сказать, не жалею, что мне очень жаль, это то, что у нас на свадьбах молодожены сразу садятся и сидят за столами все вместе, то есть они тоже прочувствуют эту атмосферу праздника, они смотрят, как там кто-то болтает, фоткается, еще что-то, какие-то приколы такие, знаете, а у нас, к сожалению, не получилось этого застать, и мне было, конечно, очень-очень обидно, я очень хотела застать эту атмосферу, когда темнеет, когда включаются фонари, как все с друг другом болтают, фоткаются, вот, ах, вот этого только жалко. В итоге мы переоделись, каждому сказали спасибо, вот так прошлись по столам, разрезали торт, посмотрели видео. И уже вроде как должно быть, да, такое время отдыха, но почему-то его не было, потому что все равно же каждому нужно подойти, поприветствовать, сказать спасибо и так далее, а людей у нас было много. И, собственно, да, после того, как все это закончилось, люди уже некоторые потихоньку начали уходить, а самые близкие остались, мы переоделись уже, так сказать, в свою одежду, которую не жалко, и всех начали звать на второй этаж, там как раз убрались и сделали такую зону тусы со всякими снеками, которые мы закупали, с алкоголем, с какими-то просто напитками. И диджеем у нас был друг Джуна, который также работает в одном из агентств. По-моему, с кем же он? С Бензином? Не помню. Для кого-то он пишет треки, короче. И еще диджей. И, собственно, у нас началась дискотека. Безусловно, к концу дискотеки остались самые стойкие и сильные, но, в принципе, те, кто я и думала, большинство корейцев, конечно, ушли, вообще такие были, а что? Вот, а самые такие, конечно, остались. Мы, короче, зажигали, танцевали, и, конечно, спасибо большое тем людям, которые остались, потому что только в тот момент я так выдохнула и, наконец-то, отдыхала. Моей первой едой за день вообще был шампусик. Так что, да, и в конце уже, на самом деле, с нами остались Брэндон, Сора, Джину и Хэтти. Почему-то все удивлены, что мы знаем Джину и Хэтти. Мы с ребятами знакомы уже год, и я считаю, что мы очень близкие друзья, которые можем друг другу вообще реально самые такие сокровенные вещи рассказать, поэтому не знаю, почему все так удивлены, просто мы это, наверное, не афишировали, и видосы никакие вместе не снимали. Ну, как-то так вышло. Что-то еще хотела сказать. Ну и, собственно, Джуну Хэтти и Брэндон Сора помогли нам также забрать. Оставшиеся, к сожалению, мы не смогли забрать торт, потому что от него даже не было просто коробки никакой, представляете? Его невозможно было забрать. И, собственно, да, поехали за Собиком, который был в другом месте. Забрали Собика и поехали до дома. Кстати, еще не забуду сказать, что заказывали мы еду на свадьбу на 180 человек. Из этих 180 порций остались несъеденные только 2, вот прям как для нас. Но, к сожалению, у нас даже просто не было времени вкусноту эту покушать, к сожалению. Вот. Но, скорее всего, людей, конечно, на свадьбе было больше,
потому что человек 15, наверное, ушли со свадьбы не поев, потому что у них были какие-то свои дела. Безусловно, конечно, если бы остались все, то, наверное, вышло человек бы 200, и порций бы не хватило, поэтому у нас вот в этот день было идеально все. И погода, и что еды хватило, и питья хватило, и вообще всего на свете. Также хочу сказать будущим невестам, которые думают, сколько же раз переодеваться? Один раз переоденьтесь, больше все. И больше не надо, потому что это была, конечно, наша ошибка. Хотя изначально мы вообще хангоки не планировали, просто как-то так сложились карты. Вот. Так что, в принципе, свадьбой мы довольны. Все о нашей свадьбе только и говорят, потому что это было, я считаю, не по-корейски. Конечно, и по-корейски, но не по-корейски. Я этому безумно рада и довольна. Конечно, мне очень обидно, жалко, что моих родных не было на этом празднике, но ничего, еще в России тусу устроим. Если я что-то вспомню, я, конечно, обязательно еще в следующих влогах вам расскажу. Также, если вам будет интересно, сколько мы потратили на эту свадьбу, безусловно, я, наверное, сниму об этом влог. Если вам интересно, напишите, пожалуйста, в комментариях. И я в следующем, либо в каком-то из видео, конечно, расскажу вам о примерных ценах. Скажу сразу, что наша свадьба, конечно, вышла дороже среднестатистической свадьбы в Корее. Но мы, безусловно, остались ей довольны. Также скажу, что, наверное, многим интересно, окупилось ли это все подарочными там деньгами или еще чем-то. Нет, не окупилось. Но, опять же, мы делали эту свадьбу вообще совершенно не рассчитывая на это. Поэтому мы свадьбой довольны, все вообще довольны, и папа доволен, и семья довольна, и друзья довольны, все довольны, поэтому, конечно же, мы довольны тоже. Скоро на нашем общем канале выйдет большой такой фильм, красивый, про нашу свадьбу. Я надеюсь, что вы тоже все посмотрите и окунетесь в эту атмосферу. Вот. Всех целую, обнимаю, надеюсь, вам понравилось.